Приветствую вас, друзья! У нас прогноз на вторую декаду ноября, знак зодиака Лев. Давайте посмотрим, что вас ожидает представителей знака зодиака Лев. Период с 10 по 20 ноября. Мы посмотрим сферу отношений, работы, карьеры, бизнеса, финансов. Также у нас будет Кипер. Кипер нам покажет или сюрприз, неожиданность, или сделает на чем-то акцент. Советы от оракулов. Да, в конце у нас будет маятник. Он ответит на ваш вопрос, да или нет. Хорошо. Что вас ждет в начале этих 10 дней? Ваш настрой, ваши ожидания. Что вас ждет в личных отношениях? Первая карта, у кого не есть отношения или брак. Вторая для тех, кто в поиске любви. Работа, карьера, бизнес, у кого есть. Для тех, кто в поиске работы, перспективы ваши. Финансы. Что вас ждет в конце этих 10 дней? И совет или предупреждение от Таро. Кипер мы посмотрим отдельно. Хорошо, в начале этих 10 дней у вас ложится пятерка пентаклей. Вообще у нас пятерки — это кризисы. Это может быть кризис с финансами, с работой, может быть с отношениями. У кого-то может быть проблемы со здоровьем. Ну, совет предупреждения, карта говорит о выздоровлении, исцелении. Еще это может быть какой-то период, связанный с финансовой сферой. Может быть, знаете, потратитесь больше, чем того следовало. Или, может быть, потеряете какую-то сумму денег, может быть, по своей доверчивости или невнимательности. Или кому-то в долг дадите. И потом будете вот переживать, отдаст человек, не отдаст. Ну, давайте мы эту пятерку сразу уточним, с чем она у нас связана. Тут пятерка для тех еще, кто в поиске работы. Может быть, здесь вот какая-то суета, а как бы толку-то нет. Ну, давайте мы посмотрим. Ну, этот период у вас подходит к концу. Да, это может быть, знаете, десятка — это вообще уже дно. Радует только то, что падать уже дальше некуда. Все, уже встает солнце. Это может быть затяжной период безденежья, проблемы со здоровьем. Это может быть отсутствие работы. У кого-то, может быть, отношения закончились. Потому что вот здесь Луна для тех, кто в поиске. Ну, то есть что-то заканчивается в эти 10 дней. Тут вам самим надо что-то предпринять, какие-то действия. Четверка — это карта бездействия. Это когда вот человек сидит весь разочарованный. Это опускаются руки. Это я ничего не хочу, отстаньте от меня. Да, это бывает иногда такая осенняя хандра. Или реально вот этот поиск работы затянулся, и вы уже руки опустили. Но смотрите, вот человек ушел в свой внутренний мир, в это разочарование, в то, что ничего у меня не получается, но вам вот этот Вселенная протягивает какую-то возможность. И вот в таком расстроенном состоянии вы можете эту возможность упустить. Это может быть предложение о помощи финансовой, это может быть предложение о новой работе, или это может быть новые отношения. У нас на дне колоды десятка пентаклей. Это смена статуса. Это или найти хорошую работу, или начать какой-то, может быть, семейный бизнес. У кого-то здесь решается вопрос с недвижимостью, в конце вот покупка. У кого-то здесь может быть свадьба. Ох, у нас тут императрица и император. Потрясающе. У кого-то известие о беременности. Ну, давайте мы посмотрим. Для тех, кто в отношениях или в браке, императрица — это занять пост императрицы. Это может быть вступление в брак, предложение руки и сердца, да, вот подготовка к свадьбе. Это может быть узнать о том, что вы в положении, но вас показывает император и императрица. Потрясающе.
Что у нас тут? И умеренность. Да, у кого-то здесь беременность. Ну а еще это решение вопросов с жильем. Это может быть получение наследства или покупка недвижимости, то есть стать хозяйкой дома. Скорее всего, это будет в конце этих 10 дней. Ну да, у нас и десятка в конце легла. Ну, знаете, девятка иногда говорит, вот мы закрылись этими жезлами. Может быть, почему вы решаете вопрос с недвижимостью? Да, стать хозяйкой своего дома. Ну, может быть, вам некомфортно проживать с кем-то. Там, с родителями. Может быть, вот эти карты говорят, что живете вы с родителями, да, ну, все, вас уже достало. То есть вас постоянно там в чем-то обвиняют, ну, уходить невозможно. По четверке это невозможно уходить. Что бы вы ни делали, результат один. Это или вы закрываетесь от кого-то в отношениях, или вы столкнулись, вот с кем живете, человек закрыт полностью. То есть контакта нет, а есть только вот какие-то нападки на вас, вот вы уже раненые. Ну, еще это, да, подумала, еще это может быть борьба за то, чтобы забеременеть. Ну, борьба за получение предложения руки и сердца, известие о беременности, вступление в брак, да. Или, может быть, решение вопросов с недвижимостью, то есть вот сообщение, что, может быть, вам одобрили ипотеку, или кто-то вам помощь окажет, ну, может быть, семья, или вы получаете наследство. То есть вы со своим императором наконец-то съезжаете там, где вас не ценили и критиковали. Так, для тех, кто в поиске, но поиска не вижу, Луна. Луна — это страхи, переживания, это эмоции. Это недоверие к противоположному полу. Это, знаете, как Луна. Луна наводит на нас морок. То есть нам друзья кажутся врагами, враги друзьями. И спутанное сознание, но еще депрессия, конечно. Депрессия от одиночества. Давайте совет посмотрим, что ли. Королева мечей. Королева мечей — это или разведенная дама, или вдова. Смотрите, у вас эта карта тоже может касаться. И в совет предупреждения вы можете пропустить отношения, если не подпустите к себе человека. То есть это вот недоверие. У нее, хотя вы огненная масть, но, может быть, вот реально затянулось одиночество, или вы как мать защищаете своих детей, например. Да, вот как человек новый примет, например, моих детей. По Луне это еще может быть возвращение человека из прошлого. Так, еще одну карту. Ну тут или самоограничение, или человек, с которым у вас уже были отношения, может опять появиться у вас на горизонте, и опять будет то же самое. Восьмерка — это когда мы участвуем в любовном треугольнике, то есть вот мы полностью не можем в этих отношениях раскрыться. Что-то нас сдерживает. Если самоограничение, то напрасно. У мужчин здесь может быть королева мечей, это или представительница воздушной стихии, или может быть женщина, там, судья, адвокат, врач, хирург, может быть преподаватель. Но женщина очень умная и интеллектуальная. Да, здесь вот есть шанс познакомиться. Если это человек из прошлого, то вот эти обиды и окончание этих отношений будут вам мешать. Но тут, конечно, карта говорит, вы подумайте и вспомните, из-за чего вы расстались, и поймите, что люди не меняются. Давайте для вас посмотрим совет. Вот для тех, кто в поиске любви. Ух, две. Ну что вам сказать? Туз пентаклей и рыцарь жезлов. Тут то ли человек, тут, знаете, то ли человек из прошлого приедет опять, может быть, он человек куда-то уехал, то ли это знакомство в поездке, то ли это знакомство с иностранцем, вот через удаленку. Ограничение-то в чем? Ограничение — это невозможно встретиться пока. Потому что у нас здесь в конце 10 дней тоже какая-то поездка, может быть, по работе, в командировке.
Или это, наоборот, человек приедет, с которым вы познакомитесь. Но в любом случае туз пентаклей говорит о том, что вы на пороге очень стабильных отношений. Это отношения, которые могут перейти в брак. То есть судьба предоставит вам шанс обрести счастье. Вот почему звезда говорит в совет или предупреждение? Или это общение, то есть далеко? Или реально это отношение, это вот встретить свою звезду, да, идти вместе по жизни. Поэтому вот здесь, если вы так защищаетесь от новых отношений, то не стоит. Хорошо, работа, карьера, бизнес. Тут тоже какие-то перемены у вас идут. Если это ваш бизнес показывает, то это выход из тяжести. Это может быть улучшение, там, заказы появляются, клиенты, продвижение в вашем бизнесе. Но здесь вот вам нужно обратить внимание на какое-то предложение, которое вам поступит. Вот это предложение приведет к переменам. Здесь может быть присоединиться к какому-то проекту или может быть начать что-то. Какие-то дальние перспективы появятся. Может быть это что-то связано опять интернет, удаленка. У кого-то здесь может быть переезд по работе, это или командировка, или это вообще человек уезжает куда-то на заработки далеко. Это может быть и другой город, а может быть и другая страна. Кто-то будет менять работу, может быть даже менять сферу деятельности. Ну, это как вариант, вы работали на кого-то, может быть, начинаете что-то свое. Или наоборот, занимались своим бизнесом, поступаете на работу к кому-то. Давайте одну карту посмотрим, с чем перемены здесь связаны. Я говорю, это может быть работа из дома, или это семейный бизнес, или тут работа организации праздников. Ну, наверное, не сейчас. Строительство, ремонт, отделка помещений. Или вы всей семьей куда-то уезжаете. Ну, вот еще четверка у нас, может быть, это работа в какой-то команде сплоченной. Я говорю, может быть, вас пригласят в какой-то проект, или вы вот кого-то соберете, там, друзей, родственников, и начнете что-то новое. Но больше, я думаю, все-таки это предложение откуда-то со стороны. А для тех, кто работает, пятерка может говорить, что вас, например, вот в эти 10 дней пригласят на собеседование. Это нужно будет показать себя с лучшей стороны, чтобы вот получить хорошую работу. То есть это как конкурсный отбор. Тут несколько претендентов. Но у вас есть шанс добиться этой работы, но нужно будет постараться. Это может быть какой-то частный бизнес или какая-то крупная корпорация, может быть даже государственная структура. Тут как бы вот император ложится, да, это может быть вот начальник, который вас будет принимать. Но вот здесь вот вам нужно будет... У нас паж мечей — это коммуникации. То есть вам нужно будет вот показать всю свою коммуникабельность, умение общаться. Ну, давайте одну карту. Если вы что-то тут начинаете, может быть, семейный бизнес, то карта говорит, учтите конкурентов, проведите какую-то рекламную акцию, скидки, чтобы привлечь покупателей. Ну, хотя бы поначалу. Ну, тут или получение новой работы, или начало нового проекта. Вот этот вот туз, который вам кто-то здесь предложит. Обратите внимание. Не отвергайте это предложение. Хорошо, финансы у нас тут двойка мечей. Тут я бы сказала так, по финансам слушайте свою интуицию, и еще у человека закрыты глаза. Это, во-первых, карта говорит, что сложное финансовое положение, но закрыты глаза на какие-то предложения, которые поступают по деньгам. Вот здесь вот все предложения рассматривайте. Еще тут какие-то сомнения, переживания, получится, не получится, надо, не надо, придут, не придут. Давайте одну карту уточним. Вкладывать, не вкладывать. Так, как вы знаете, вообще вот какой-то непрогляд по этой карте. Семерка. Тут вот за какие-то финансы вам нужно будет бороться. Может быть, за наследство.
Вот отстоять свою собственность, отстоять свою работу, свой бизнес, какие-то свои интересы, вот именно в финансах. Хотя вот в конце 10 дней у нас ложится рыцарь Пентаклей. Тут, может быть, карта говорит, поборитесь, вы свою прибыль получите. Может быть, это бороться с работодателем, чтобы вам зарплату повысили. Ну, и если так, то боритесь, да. Не сомневайтесь, у вас получится. Рыцарь Пентаклей у нас, это может быть поездки по работе, это кто-то уезжает на заработки, кто-то, наоборот, уже приезжает с финансами. Также это прибыль, как я сказала, покупки. Рыцарь Пентаклей это может быть покупка дома, квартиры, но без отделки. Или может быть старый дом какой-то, или убитая квартира. То есть это собственность, в которой нужно будет вкладываться. Также здесь может быть покупка автомобиля, покупка-продажа, да. Вообще карта говорит, если вот у вас двойка, вот это сомнения какие-то, да, здесь по рыцарю карта говорит, что нужно действовать в конце этих 10 дней очень прагматично. То есть деньгами рисковать нельзя. Но свое нужно обязательно отстоять. Но так как у вас здесь рыцарь и десятка, я думаю, здесь что-то вот покупка, продажа недвижимости, вот наследство, это занять положение императора и императрицы. Но вложение эта недвижимость вас еще потребует. Совет предупреждения, ну, во-первых, она говорит, идите к своей цели. Самое главное, поверьте в свою мечту, даже если другим она кажется несбыточной. А если у вас еще нет цели, то обязательно себе поставьте, причем самую завышенную. И у вас есть шанс ее осуществить. Хорошо, давайте посмотрим Кипр. Пытаюсь я сделать короче, но никак у меня не получается. Так, львы, 2 декада ноября. Что вам сообщит Кипр? Ну, сюрприз, неожиданность или акцент на какой-то вопрос. Ну, смотрите, у вас, да, ну, эти сложные карты, это у нас вот думки, мы там в голове крутим мысли. Это вот вор, да, это может быть какие-то потери работы, потери отношений. То есть вы столкнулись с с каким-то обманом, предательством, или у вас что-то отняли, или вы что-то потеряли. И это все ввело вас вот в эту депрессию, переживание, что все плохо и ничего мне не получится. Но здесь у вас Хайона, это залп в вашу честь, это слава, награда, почет, успех, продвижение, повышение, подъем. И богатый человек. То ли при помощи какого-то богатого мужчины, то ли это для мужчин вас показывает, что вы добиваетесь очень высокого положения. Это может быть по работе, да, у нас там император был, император и десятка пентаклей. Это занять очень хорошее положение по работе, по бизнесу. Но также это для женщин, это обретение вот этого императора. Это вот для тех, кто... Луна у кого ложилась, это для тех, кто в поиске любви. То есть все уже, вы как бы по этим картам на себе поставили крест. Но здесь в вашу жизнь входит человек, который вносит вам вот это внутреннее богатство в первую очередь. Может быть и финансовое решение вопросов. Все-таки его показывает императором. Император это человек, который решит все вопросы, все проблемы, и под его чутким руководством все будет прекрасно. Также, может быть, это для тех, кто в отношениях, это может быть решение вопросов с недвижимостью, вступление в брак. Но опять же, тут мужчина играет главную роль. Хорошо. Давайте получим для вас советы. Напишите, пожалуйста, смотрите вы эти советы, нужны они.
Так, львы, вторая половина ноября. Не половина, а вторая декада, простите. Львы, вторая декада ноября. Совет от Веканского оракула. Это у нас богиня судьбы, она у вас прямая. Сейчас. В игру вступили высшие силы. Борьба с тем, что кажется неизбежным, неконструктивна и не приведет к успеху. Вас ведут к вашему истинному и высшему предназначению, которое может быть непонятно на последние минуты. Просто двигайтесь с потоком. И совет от королевы Луны, львы, вторая декада ноября. Да, вот у нас там для тех, кто работает, ложилась карта «Страшный суд», а это именно нахождение своего предназначения. Так, хорошо, совет. Депат. Депат – это путь. Перед вами открываются какие-то новые возможности, новые дороги, новые пути. Но для того, чтобы вы этими путями, да, или этими возможностями воспользовались, вам нужно будет предпринять какие-то усилия, просто подняться по этой лестнице. Это или усилие, или это набраться смелости, вступить во что-то новое. Поэтому карта говорит, воспользуйтесь, что вам сейчас будет предлагать жизнь, судьба. Хорошо. Это может касаться и отношений, или каких-то переездов, поездок. Давайте посмотрим, что вам ответит маятник. Львы. Маятник, ответь, пожалуйста, львам. Вторая декада ноября на их запрос, да или нет. О чем бы они ни спрашивали. Да, маятник что-то запутался. Сначала да, потом... Ну, вообще он движется по часовой стрелке по кругу. Вот, обратите внимание, да, как он раскачивается. Больше бы я сказала, конечно, нет. Но тут ответ какой-то странный. Вообще, что он говорит, не знаю. Может быть, тут намек на то, что все будет зависеть от вас. Уберете какие-то колебания, сомнения, у вас все получится. Маятник, ты можешь ответить конкретно? Как интересно. Да, ну вы знаете, то ли вы вопрос какой-то некорректный задали, то ли тут просто реально будет зависеть от вас. Наберете смелости, вот шагнете в этот новый путь, тогда ответ будет «да». Такой у нас с вами получился прогноз. Я благодарю вас за внимание. Если вам понравилось, пишите ваши комментарии, ставьте пальчик вверх. Всего хорошего.